Предлагаю обратить внимание на знак с изображением рогатого животного, который лишь единожды встречается на фесском диске. Поскольку очевидно, что у животного обозначен лишь один глаз, Артур Эванс пришел к выводу, что это изображение в профиль, и описал это следующим образом. Голова барана с рогами или же муфлона, изображенного в профиль. Но несмотря на то, что с тех пор никто не оспаривал эту точку зрения, это ошибка. Видимые в оригинале очертания двух рогов с утолщенными основами и острыми, не стыкующимися концами Эванс принял за дефект, возникший при попытке изобразить изогнутый рог барана. Однако при более внимательном рассмотрении мы обнаружим, что перед нами изображенный фас, двурогий одноглазый бык. И что интересно, фесский диск не единственный древний археологический объект с изображением одноглазого быка. Археологическая экспедиция под руководством турецкого ученого Эйлема Аздагана, проводя раскопки в местечке Сайбурча, что недалеко от города Урфа, обнаружила каменный барельеф. В центре композиции, окруженный двумя леопардами, мужчина, держащий свой фаллос. Левее пляшущий перед быком шестипалый мужчина, который в правой руке держит змею. Об этом было сообщено на сайте Археоньюз в октябре 2021 года. Судя по статье, одноглазости быка не было придано никакого значения. Между тем, одноглазый бык с фесского диска и одноглазый бык с барельефа в провинции Урфа носят одно и то же значение, хотя их и разделяет как минимум 6 тысячелетий. И это созвездие Тельца, Таурус. Один глаз которого — это альфа-звезда Альдебаран, в латинском называемая Окулус Таури, то есть глаз вала, сильно выделяется на фоне всех остальных звезд созвездия. Что же получается? Прежде мы нашли созвездие Рака, а теперь созвездие Тельца. Неужели фесский диск — это нечто наподобие уранографии Гавелиуса? Нет. Форма созвездия напоминала древнему ученому голову быка или коровы. Отсюда и форма шумерского клинописного знака Аап, что означает корова. Это же шумерское слово с арабским определенным артиклем Аал задействовано в аккадском в словах Алапнери — речной бык, и Алапкеши — водяной буйвол. Отсюда и название первых букв финикийского и греческого алфавитов, которые являются схематическими отображениями все того же быка. Этими же буквами стали обозначать числительное 1. Однако же нам необходимо увидеть еще нечто весьма интересное. Но прежде чем продолжим, выразите свое отношение и подпишитесь. Это очень важно. По всей видимости, символическая связь числительной 1 с быком была распространена по всему древнему миру. И тут нам необходимо заметить, что факт амонимии мы находим в армянском языке, где слово «вол» звучит совершенно одинаково со словом «один». И именно отсюда берет начало причинно-следственная цепь, которая позволит нам прочесть текст фесского диска. Убедившись, что бык на фесском диске вполне может обозначать числительное 1, мы тут же рядом замечаем числительное 3 в форме трилистника. Это растение в своем названии почти во всех языках имеет корень 3, и ошибиться здесь трудно. Впрочем, мы еще сможем найти подтверждение своей догадки. Эти цифры мы можем увидеть рядом не только на фесском диске, но и на ночном небе. Астеризмы, пояс и меч Ориона образуют красивый трилистник. В древности тексты писались справа налево, и фесский диск не исключение. Мы же для своего удобства отразим картинку в горизонтали и получим текст, идущий слева направо. Таким образом, мы получили число 13.
Все это заставляет нас совсем иначе взглянуть на знак, предшествующий этому числу. Этот знак Артур Эванс сравнил и с хетской тиарой, и с персидской митрой. Кто-то выразил мнение, что это головной убор жрецов. И с последним я склонен согласиться, поскольку этот головной убор до сих пор носят армянские христианские священники. И нетрудно догадаться, что этот атрибут они унаследовали от жрецов. Но помимо жрецов и армянских священников, этот головной убор носил еще некто, и этот некто — змееносец. Удивительно, но люди, носящие головные уборы в форме созвездия змееносца, сами же и являются змееносцами, поскольку держат в руках скипетр со змеями. И все же самое интересное в том, что змееносец — это 13-е созвездие астрономического зодиака. Ведь это означает, что мы не ошибаемся, и в данном фрагменте речь идет о 13-м созвездии змееносец. И теперь, я думаю, несложно догадаться о значении последних двух знаков фрагмента. Астрономический зодиак делит эклиптику на 13 секторов. 13-й сектор с периодом от 30 ноября до 17 декабря – змееносец. Здесь именно это и подразумевается под знаком угол. Знак, который исследователями был признан за шлем, в данном случае обозначает северное полушарие звездного глобуса. В другом фрагменте можно увидеть оба полушария, которые предстоит соединить в глобус наподобие небесного глобуса Шислера. Таким образом, во фрагменте Б-27 фестского диска говорится: змееносец — 13-е созвездие эклиптики. Полагаю, многие уже понимают, что представленный в данном ролике материал основан на неопровержимых фактах и логике. Следовательно, в полной мере научен. Впервые за 114 лет с того момента, как добросовестный и честный ученый Луиджи Пернье сделал эту находку. Текст фестского диска наконец-то становится понятен и обещает перевернуть многие устоявшиеся представления об истории древнего мира. Большая просьба не делать поспешных выводов относительно культурной принадлежности фестского диска. Все гораздо интереснее, чем это можно себе представить. Друзья, вы являетесь непосредственными свидетелями презентации этого текста на платформе YouTube, но можете стать и соучастниками. Ниже, в описании под роликом, вы найдете эту возможность.